Всем привет! Вы на канале «Из города на дачу». И это видео хотелось бы начать с благодарности за ваши хорошие комментарии и отличные советы. Например, недавно нам посоветовали немного переделать эту лавочку-обувницу и превратить ее в банкетку. Нам понравилась эта хорошая идея, поэтому сейчас я вырежу такое прямоугольное основание из листа USB размером 75 на 34. Положим на него сверху поролон, а Вика обошьет красивой тканью. Вот в гараже еще нашел остаток полного листа. Как раз здесь, кажется, по размеру он подходит. 34 или 33,5 сантиметра. Так, 33,5. Ну, нам как раз это подойдет. Так, 75, да? Отмеряем. Кстати, некоторые писали в комментариях, что чтобы была хорошая линия среза от электролобзика, то нужно проклеивать ее малярным скотчем. Не знаю, несколько раз я попробовал, не понравилось мне. Самый лучший способ, как по мне, это просто приложить какую-то линейку или железку и несколько раз пройтись канцелярским ножом. И тогда и линия спила будет очень ровная. Вот. И сама пила лобзика будет как раз по ней идти и не уходить в сторону. Ну, это мне так больше всего нравится. Отпилили, ну а теперь болгаркой со шлифовальным кругом подровняем все края, чтобы они были ровненькие, без заусенец, и чтобы Викочке было удобнее работать и не загнала никакую себе занозу. Еще делаю такие немножко округлые края, чтобы ткань ложилась ровнее. И когда подворачиваешь, то она не рвалась на вот этих углах. Вот такой получился ровный и гладенький лист. Но я еще у Вики спросил, оказывается, мы для банкетки взяли ткань с запасом, поэтому должно еще хватить и на перетяжку этого стула. Сейчас я сниму старую ткань, отнесу Вике на выкройке, она отрежет и тоже стул перетянем, чтобы он был красивый. Я очень люблю белую обувь, но за ней очень-очень сложно ухаживать, особенно если ты живешь здесь, на Донбассе, где преобладает много угольной пыли. Эта пыль въедается в поры, и практически уже к концу сезона с обувью случается такое, и ее нереально отмыть ни хлором, ни другими чистящими средствами. Но у меня есть еще одно чистящее средство. Дадим ему шанс, посмотрим, справится ли он с этой задачей. Пойдемте. Это пятновыводитель Easy Clean. И, кстати, здесь указан 101 способ применения. Но если он справится с угольной пылью, мы здесь допишем двоечку. Ну что, давайте пробовать. Easy Clean без хлора, не вызывает аллергию и безопасен для детей. По инструкции на 1 литр горячей воды нужно 1-2 столовые ложки этого моющего средства. У нас будет 2 литра воды горячей, поэтому мы будем использовать 4 ложки. Так, ну и здесь я сниму шнурки и буду пробовать. Так. Ух, как побелели, ничего себе.
Не, ну надо же, а. Так увлеклась, забыла кинуть шнурки. Пусть они тут тоже отмокают. Прошло 30 минут. Давайте же посмотрим, справился ли Easy Clean с нашей задачей. Вот, смотрите, результат. Так вот еще покажу. Такое ощущение, как будто бы я их только в магазине купила. Такие белые, идеально белые, чистые. Easy Clean справился с этой нелегкой, даже очень сложной задачей и подарил моим кроссовочкам вторую жизнь. Смотрите, вся грязь осталась в воде. Сейчас я их сполосну, высушу, и к сезону к новому они готовы. Я думаю, что у многих из вас есть такие вещи, которые нельзя стирать в стиральной машинке и в температурном режиме выше 30 градусов. В принципе, как вот этот мой жилет. Поэтому мы, усложнив задачу этому пятному водителю, сделаем из него раствор в теплой воде, замочим этот жилет и через час посмотрим с вами результат. Итак, прошел час, даже немножко больше. Давайте посмотрим результат. Смотрите, чисто. Чисто, чисто, чисто. Супер. Даже краску. Даже краску отъел, хотя по инструкции он краски не имеет никакого отношения. В общем, чистота. Тут столько было жирных пятен. Смотрите, он справился. Несмотря на то, что это был не кипяток, просто замачивание в тепленькой воде. Все чисто. Так, а воротник? Вы знаете, у меня от краски часто остаются следы. Я вот вам показываю, все чисто. Сейчас ополосну, дам высохнуть и уже покажу вам полностью результат до и после. Easy Clean отлично справился с трудными задачами, которые мы ему поставили. С угольной пылью справился на отлично, поэтому, как и обещала, дописываю 102-й способ. А еще это средство очень выгодное, и чтобы приобрести его по низкой цене, переходи по ссылочке в описании под этим видео. У нас сегодня дождь со снегом и настоящее ледяное царство. Пойдемте на улицу, мы вам покажем. Ой, аккуратненько. Ты катаешься? Глянь, Викулечка, какой шиповник красивый. Это прям как мороженое какое-то. Из леденелого царства. Да. У вас что, настоящие обнимашки? Она такая здоровая, завалила меня. Ага, здоровила, Альфуша. Сосульки. Это иголки? Это иголки. Такие. У вас такие бывают толстые иголки? Красота. Тяжелая? Очень тяжелая. Такая увесистая. Одна веточка на полтонны. Стволы тоже такие обледеневшие, потресканные. Здорово. Гляньте, какая красота. Как в сказке.
А трава, глянь. На траву покажи, Викулечка. Глянь, какая трава. Трава, хрустальные водоросли. Гляньте, какой из сухой травы, кто знал, что можно делать такой красивый букет. Опа. Глянь, класс. Такой не стыдно и Викочке подарить, да? А ну, Викулечка, иди, буду тебе дарить. Как неожиданно. Ну и что хотелось бы сказать, несмотря на сказочную атмосферу, такая погода принесла не совсем сказочные последствия, так как лед увеличивался в толщине, в своих размерах, и от этого ломались деревья, обрывались провода. Транспорт ходил с трудом, и было трудно передвигаться пешком, очень было травмоопасно. Сейчас еще выйдем на поле, покажем, какое красивое у нас. Такие бугры красивые, белоснежные. Даже терриконы заледенели. Так что посмотрите. Оп. Самое главное снять сиденье, где оно, вот оно, по краям прикручено, поэтому надо сейчас открутить и ткань снять. Вот, сиденье открутили, теперь спинку, оп, оп. Так вот тут держится, вот эти боковые. Опа. И по нашей хорошей традиции необходимо проверить цену этого советского стула. Вот тут немножко есть маленький отрывочек бумажки. Нужно его расшифровать. Надеюсь, вы поможете мне. Итак, видим, что здесь указывается 3 разновидности стула. Один стоит 15,60, 15,90 и 16,30. Так, с выпуска не знаем чего. И какая-то градская типография. Волгоградская, Ленинградская. Не знаем, что за фабрика выпускала этот стул. Цена нашего стула тоже здесь пропечатана. Цена 15,60. Поэтому наш первый вариант. Так, все пораскрывали. Теперь осталось только повытаскивать все скобы из сиденья. Опа, хорошо, держится. Повытаскиваем и потом понесу к Вике материал. А здесь на сиденье какая-то пробочка. Не знаю, от чего она. Может быть, кто-то догадывается, от чего эта пробка, как она здесь оказалась. Напишите в комментариях. Ну так интересно. Наверное, для того, чтобы сидеть было не так удобно. Так, ну здесь 3 слоя такой ткани. Даже 4, 5 слоев, 6 слоев такой ткани, да, прошитой нитками.
очень интересно, марля, вата, ну и сама ткань. Кстати, вот эта крышечка как раз подходит к отверстиям. Вот, сюда можно просунуть. Но я не знаю, для чего она вообще нужна. Возможно, тут была такая крышка в каждое отверстие, чтобы сиденье сидело на месте и никуда не девалось, не сползало в сторону. Ну, это мой вариант. Возможно, вы лучше знаете, возможно, даже кто-то работал у вас на мебельной фабрике, то напишите, будет очень интересно узнать настоящую причину такой пробки в сидении. Несколько дней у нас был сильный ветер, такое очень сильное обледенение. Из-за этого и света не было около 2 дней, ни интернета, ни воды такой проточной, водопроводной. В общем, целое ЧП. Что ты заскулила? Да. Собаки наши из-за скользоты ежедневно не ходили с нами гулять, сейчас просятся на улицу. Вот. Ну, мы сейчас наберем воды и пойдем с ними гулять. У нас сегодня оттепель, все оттаивает, веточки освобождаются от груза. А мы сейчас попробуем открыть яму и попробовать, есть ли вода. Если она есть, то наберем водички в дом. Так. О, заледенело. А не, уже стало. Так, сейчас посмотрим. Так. Намотала тут, ничего не намотал. Эх, нет воды. Да. Или все трубы промерзли, еще не оттаяли, или еще не дают воду до сих пор. Может, где-то порыв какой-то. Так, ну раз воды здесь нет, тогда пойдем на колодец набирать ведрами. Альфа, ты в душ пошла? Так, что тут? Альфуша, вода есть? Есть. Сейчас будем набирать. Да. Некоторые наши зрители учили нас правильно набирать воду. Ведро не бросать, а опустить и так раскручивать ведро, там, раскручивать ведерко. Но сейчас будем пробовать, может быть и у нас получится. Будем по-человечески делать, так? Угу. Что-то не очень у нас получается. Ну, пол ведерка набралось. Наверное, будем продолжать бросать. Напишите, в какую сторону крутить, против часовой или по часовой стрелке. Я же забыл, надо на край ведра еще повесить грузик. Вот, я взял такой, даже не очень большой карабин. Так, повешу, попробуем с ним. Если вдруг его не хватит, найдем грузик помощнее. Окей, давайте попробуем. О, набирается. Ура! Так, все набралось. Так что если у вас еще будут хорошие советы, пожалуйста, пишите. Они нам никогда не помешают. Так, сейчас будем набирать тогда. О, за шиворот капает.
Да? Я капюшон Ты надела, капюшон надела, а я нет. И так, ох, прям. Наконец-то воды хоть спокойно сходили, набрали. Из-за гололеда мы просто не могли даже в колодец спокойно сходить. Ужас. И жужелка наконец-то помогает. А то мы сыпали, оно сверху наледеневает всё. Заледенело. Да, как правильно, наледеневает? Заледеневает. Короче, лед сверху, еще один слой появляется. Да. Вот. Ну теперь же хорошо. Сегодня Вика меня будет стричь, потому что я уже похож на того дедушку Ау из мультика. Откуда вы вообще тут взялись? Такие в стороны волосы. И тут лысина. Так, пациент готов сдаваться. Только врач. Не настоящий. Ничего, ничего, у тебя же очень хорошо получается. Тем более у меня волос не так много, их Посмотрим. не очень будет трудно стричь. Как вы знаете, я очень люблю преображать разные вещи с помощью различных стройматериалов. И как у новичка у меня неплохо получается, хотя и есть некоторые промахи. Также скажу, что я не парикмахер, но у меня есть машинка для стрижки. Посмотрим, получится ли мне преобразить Романа. И, кстати, да, промахи здесь не допускаются. Ну вот и все. Коты боялся. Это страшная жужжалка меня чуть не проглотила. Хорошо, что я жив остался. Да. А я боялся, останутся ли уши на месте. Все осталось, все хорошо, спасибо. Ну так уже намного лучше, правда? Смотрите, как собаки просятся, хотят на улицу. Обычно я им здесь открываю калитку, и они здесь рядышком гуляют. Но у нас калитка, еще не весь оттаял лед, тут все открыто, он не открывается. Ничего, сейчас откроем дверь. Свобода попугаем. А первый пошел, второй тоже. Улетели попугаи. А нет, нас ждут. Еще сейчас чуть-чуть дальше зачистим, да? Ну да, нужно будет еще мусор пойти спалить. Так, пойду возьму спички, мусор. Спасибо. Ты мусор полить, да? Да. Пока можно ходить. Вот здесь мусор мы ликвидируем. Ну, естественно, конечно, мы его сортируем. Все, что не сгораемое, это стекло, железо. Мы собираем и потом отвозим в город. В городе за мусор платим. А вот и наши первые потери от ледяной стихии, которая была. Вишенька такая красивая во дворе перед домом стояла. Ну, теперь уже ее нет. Пойдет на дрова. А сегодня мы с вами приготовим домашние пельмени. Это будут необычные пельмени, так как в мясной фарш помимо лука и специй мы добавим тыкву. Для теста мне понадобится мука, соль и кипяток. Делаю крутой замес и даю ему немного остыть.
Тыкву тру на мелкой терке и добавляю ее вместе с луком и специями в фарш. Так она будет намного сочнее и полезнее. Мы займемся самим стулом. Сейчас нужно хорошо его протереть, может где-нибудь пошлифовать. Я взял меленькую такую наждачку, вот, где нужно пошлифуем, вот, и потом вскроем лаком. Лак взяли Палисандр, лак ХВ 784. Не знаю, что это обозначает, но сказали, что лак хороший. Воняет вообще очень сильно. Но будем надеяться, что красивый будет, чтобы страдания оказались не напрасными. Со всех сторон так хорошо пройдемся. Ну, красивый цвет вроде бы. Наверное, надо будет несколько раз, несколько слоев проходить, чтобы лак равномерно лег по всей поверхности. Даже на стол немножко попадает, но ничего. Гляньте, что получилось. О, на это я вообще не рассчитывал. Взял такую пластиковую коробочку, а она расплавилась от лака. Представляете? Вообще я такого не знал. Какой-то лак ядреный, термоядерный. Ого. Так, нужно с ним аккуратнее, чтобы в глаза никуда не попало. Взял еще теперь стеклянную банку. Надеюсь, стекло не разъест. Впрочем, я уже даже в этом сомневаюсь. Не, ну раз в стекле продают, да, значит стекло должно выдержать точно. А я думаю, почему пластиковые баночки не продают, а в стеклянной? Вот и ответ. Так, ну все, покрыли лаком. Теперь дадим ему высохнуть, наверное, полдня. И посмотрим, какой будет цвет. Если будет красивый, не будем второй слой проходиться. А если не очень, то, наверное, еще раз пройдем. Ну, вроде ничего получается. Ага, вот тут еще надо... Оп. Ну а я приступаю к лепке пельменей, уже поставила воду, и пока она нагреется, я успею налепить первую партию. Для этого я тонко раскатываю тесто, с помощью стакана из теста вырезаю кружочки, наполняю их фаршем и начинаю лепить.
Ох, какие красивые. Надеюсь, будут вкусные. Да, большие такие. Настоящие мужские пельмени. 2 штуки съел и уже наелся. Ну что там? Тома. Тома лезет в двери. А, ну запусти ее. Тамара тоже хочет пельмени. Тома. Заходи. Пельмени будешь? Кто ж откажется? Так, с пельмешек. Ох. Вкуснотища. Пельмешки. Это с тыквой, да, что ли? С мясом, с тыквой. Тыква, мясо, приправки Лук. и чесночный соус. А, это вкуснотень. Обязательно себе тоже такой приготовьте. Это просто. О, ты мандаринку кушаешь? Работа пришла. А я тебе работу, да, принес. Так, в общем, вот это на обувницу, а вот это со стулки той, со старой. Хорошо. Да, надо будет вырезать, да? Скажи. Что, разложим стол, да? Давай, разложим стол. Ага. Вкусно. Так, Ром, нам же еще нужен поролон. Ага. В гараже Есть. 2 хороших. Да, Пойдем манка выберем. есть. Один такой потолще, а другой потоньше. Да, я помню, там был. Ну все, пойдем туда возьмем и сразу сделаю. Забирай им тогда, да? Да, давай. Ты... И вырежем там. А? Давай. Ты одевайся, а я пойду потихоньку. Хорошо. Давай, я приду. Так, ну тут еще много, да, поролона? Да. Так что будет с чего вырезать. Ты моя родная. Будешь помогать? На тебе. Нет. На поролоне, отступив от края деревянного основания 1 см, я сделала разметочную линию и по ней с помощью канцелярского ножа вырезала нужный кусок. Далее с помощью жидких гвоздей поролон приклеиваю к основанию, а сверху в качестве пресса ставлю что-нибудь тяжелое и даю клею высохнуть. И несмотря на то, что мы делаем весьма бюджетные ремонты, переделки, реставрации, вы, наши дорогие зрители, всегда пишете нам очень хорошие и добрые комментарии, которые и воодушевляют нас продолжать делать все, что в наших силах. Для нас это немаловажная поддержка, за что хочется вам выразить свою искреннюю благодарность. И, конечно же, хотим поблагодарить за донаты Галину Александровну, Валерию Валерьевну, Наталью Владимировну, Оксану Валерьевну и Гюзель Равильевну. Дорогие наши зрители, спасибо вам огромное за такую поддержку. У нас в местном магазине мы купили вот такую ткань. Эко-кожа или кожзам, кто как ее называет. Мы, конечно, покупали, буду расстилать и рассказывать. Мы вообще покупали серый цвет. И вот освещение в магазине настолько нас обмануло, что ну, у меня здесь он выглядит голубой серым, а у вас там вообще как бы синий вообще отражается. Ну, что поделать. Бачили очи, что брали. В общем, подойдет. Главное, что он будет мыться для мастерской, это то, что надо. Сейчас я отрежу нужные мне кусочки. Так, начнем с простого. Это вот с этой сидушки. Так. Оставим вот так. Под чутким катоконтролем я приступаю к раскройке ткани, а далее ткань натягиваю и закрепляю скобами с помощью строительного степлера.
Смотрим. Красота. Складки на ткани, ну то разровняется. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Ну, я думаю, что неплохо получилось. Отдам Роману, и он прикрепит ее. Вот. Почему я забиваю скобы? Дело в том, что наш степлер, наверное, как-то вот он старенький или слабенький, и вы советовали нам подкручивать здесь вот эту штучку. Я подкручивала, но все равно скобы до конца не вбивались. Вот. Поэтому пришлось подбивать молоточком. Ну а что делать? Надо выкручиваться. Так, что у нас получилось? Ух ты! Прям как будто бы не в мастерскую стульчик. Теперь я знаю, где буду кофе-тайм делать. Приходить к Роману в мастерскую, садиться на мягкий стульчик. И такой будет у меня перерыв вот, между работами. Так, у нас еще спинка, кстати. Так, ну что тут получается? Все, у тебя? принимай работу. О, ничего себе! Вот это вот красота! Супер! Пальчики красные. О, как красиво! Пойду тогда И мне прибивать, нравится. прикручивать, да? Красиво. Тогда покажем, так как вот, Да. вот какая работа. Отлично! Вообще умничка. Я вроде столько раз оббиваю, и каждый раз переживаю, как будто вот, не знаю, боюсь испортить. А что-то. сзади тоже, знаете, как красиво. Ну, не получается. очень, но есть погрешности, ну, был бы степлер получше. Да. Ничего. И Все, руки. я пойду тогда прикручу и позову тебя проверять мягкое место, мягкое сиденье. Хорошо, я готова. Все, хорошо, хорошо. Стульчик подсох. Да, уже отлично. Такой интересный лак. Хоть он и воняет сильно, но и быстро сохнет. Я помню, мы тогда делали светильник с тех с кубиков. Так он 2 дня еще нельзя было к нему дотронуться. Липкие кубики были. А здесь уже. Так что сейчас прикрутим, что Викочка сделала. И получится красивенный стульчик. О, ничего себе! Классно! Да, вначале прикрутим сиденье, а потом все остальное. Ага. Вот они, закручивалки. Вот так вставляется и тут прикручивается. И теперь спинка. Ага, здесь должны были такие дырки быть, отверстия. Вика обшила их. Теперь надо новые искать. Ну не новые, а надо нащупать просто и заново дырочку сделать. Ага, вот где-то вот здесь. Есть дырочки. Так, вот эту перегородочку. Раз. Раз. И спинку. О, красиво получится. О, красота. Теперь еще прикрутим мягкое сиденье на банкетку и позову Вику пробовать. И смотреть уже окончательный результат. Так, и еще сидушку на банкетку. Ага, ну примерно вот так. Она будет опускаться. О, должно получиться красиво. Такие навесы взял, такие золотистые, красивые. Сейчас прикручу сразу на саму лавочку, а потом уже к спинке.
Последние штрихи, они самые интересные и самые важные. Раз. Опа! Красота! Теперь надо Вику идти звать. Да, прям такой наборчик получился. Очень подходящие друг к другу. Викочка, иди посмотри, как получилось. Смотри, Ух ты. прям таким набором, да? Класс. А ну садись ты туда, а я Так, сюда. ну, будем пробовать. Правда, у меня штаны грязные. Мне не... Теперь же он моется. Ага. Это Ладно. ж специально для мастерской. Класс, и мягенько, и красиво. У меня мягче будет. У тебя и порогов там Классно. больше. Не, супер, смотри, когда. Недаром мы с тобой старались. Да. Опа, и Альфа здесь. На сегодня это все переделки закончены. Но это еще не конец. И вас, и нас ждет впереди еще очень много всего интересного. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.